Ты можешь верить, что там за гробом тебя что-то ждет, а можешь думать, как думали наши предки-нигилисты, что умрешь, лопух вырастет и все. Ну, пожалуйста. Но веришь ты или не веришь, и Бог есть, и загробная жизнь есть, и ад есть. Никакого ада нет. Ну как же нет, когда ты живешь в аду? Не веришь? Ну подойди к зеркалу, посмотри на свою мрачную рожу. Разве может венец творения, высшее создание Божие, иметь такую мрачную харю? Почему тебе так плохо, если ты вообще такой умный, такой прям весь свободный, тебе вот на все начхать, ты сам все знаешь, что же у тебя такая рожа несчастная? Потому что ты в аду, сынок, в аду, ты не знаешь радости, ты мертв, тебе тяжело, тебе противно, тебя все мучает, тебя раздражает люди, мухи, тебя раздражает жара, тебя раздражает дождь, тебя раздражают политики, тебя все, что есть, тебя раздражает, мучают. Тебя мучает папа, мама, дедушка, бабушка, соседи, Путин с Медведевым, Барак Обама. Все тебе тяжело, противно, тебя ничего не радует. Даже соловьи тебе спать мешают. Потому что ты хочешь от этого куда-то уйти, куда-то где-то уснуть, в чем-то забыться, нажраться, наколоться, уснуть, уйти от этого. Почему? Ну, потому что ты в аду. Тебе не надо никуда попадать там в рай, в ад. Ты уже, голубчик, давно в аду, из которого выход только один. К Богу. Если поверишь, ты можешь спастись от этого ада преисподнего, который внутри твоего сердца свил гнездо. Ты можешь выйти. Господь, Он тебе не вспомнит твоих идиотизмов, из которых ты построил свою жизнь. Он обрадуется. Читай притчу о блудном сыне. Найди ее в Евангелии, прочти, это тебя непосредственно касается. Вот что такое покаяние. Покаяние – это не то, что что-то не тот съел, кого-то там осудил. Нет. Покаяние – ты изменил направление своей жизни. Потому что большинство людей создали вокруг себя ад, и в нем живут. В этом аду они злятся, они сплетничают, они друг за другом подглядывают, они ищут в людей только плохое, они пытаются найти доказательства своей правоты, которой является собой возможность быть в аду. Они выбрали ад, им в нем в аду комфортно, ибо привычно. Они боятся, как кроты, выйти на свет. Глазкам больно. Но есть определенная часть людей, которые, наоборот, когда открывают Евангелие впервые, на них прям обращается этот сноп сияющего фаворского света, и они говорят, хотим туда, как Петр, Яков и Иоанн на горе Фавор. Господи, давай здесь 3 шалаша построим и здесь останемся. Один тебе, другой Моисею с Ильей, а 3 нам. И все. А кто там внизу остался? Хорошо Христос не сказал, Петь, а что ты будешь кушать, родной? Я понимаю, что тебе хорошо, но есть-то захочется. Я не помню, есть ли на Фаворе источник воды, может, цистерна есть, куда собирается дождевая вода. Не знаю, хватит ли на год на 5 людей. Христос всех приглашает, всех зовет. Вот что мы сегодня празднуем.
Мы празднуем день, когда на земле возникла Церковь Божия благодатью Святаго Духа. И любой человек, черный, белый, желтый, бледный, лысый, наоборот, обросший шерстью, он может приобщиться ко Христу, если захочет. И это желание должно быть так: блаженно алчущий и жаждущий правды. Только алчущий и жаждущий спасется. Благословение Господне на вас, как и благодати человеколюбием, всегда неприсно и во веки веков.